Ага, понятно. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада вас видеть и слышать. И сегодня мы продолжим. Мы немножко говорили о гистологии в прошлом году, да? В прошлом уже году. А в этом году я обещала рассказать за 2 лекции, получается, только обзорно, о морфологии ЦНС. Просто так вот, лекция-напоминалка для наших аспирантов. Сегодня первая часть – это строение и функции спинного мозга. И вот у меня как раз вопрос. Вот эта картинка, она вообще очень некорректна и с большими ошибками. Кто скажет, вот что здесь прям совсем неправильно? Это из учебника, кстати, взяла, не буду говорить из какого, картинку прям вопиющее безобразие. Что здесь неправильно? Он намного короче совершенно, на уровне, но мы будем об этом говорить, да, первого, второго поясничного, да. Толщина странная, да. Ну, вообще странный мозг. Ну, слава богу, хоть его вовнутрь позвоночника засунули, да. Ну, хорошо. Итак, каудальный спинной мозг – это каудальный отдел центральной нервной системы. Он центр, представим его, центр, который обеспечивает проведение разнообразных соматических воздействий внешней и внутренней среды в головной мозг и передачу влияний последнего на исполнительные органы. Вот такая структура, не похожая совершенно на головной мозг, древняя структура, и, соответственно, строение ее тоже по сравнению с головным мозгом несколько, с одной стороны, попроще, с другой стороны, довольно интересное. В спинном мозге, вы помните, значит, это прежде всего сосредоточены моторные центры, которые управляют деятельностью мускулатуры, туловища, конечностей, ассоциативные центры симпатического, парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Ну и, конечно же, сенсорные центры, которые переключают сенсорную информацию, частично перерабатывают и передают вышележащие отделы. Эта схема тут тоже понятна, да, соотношение спинного и головного мозга, это просто схемы. Вот здесь уже нормальный вид спинного мозга с концевой нитью, и вот его расположение. Он очень хорошо защищен эволюционно все-таки. Выжили те виды, у которых спинной мозг спрятан. Но с одной стороны хорошая защита, с другой стороны этот позвоночник, да, и проблемы с позвоночником вызывают проблемы и серьезные проблемы в ЦНС, но это чуть попозже. Значит, это уже фотографии препаратов спинного мозга человека из атласа взятые, да, это спинной мозг, несколько слов о спинном мозге. Размеры тоже, напоминаю, примерно в районе 40-45 сантиметров у взрослого человека. Масса его тоже небольшая, всего-навсего 35 грамм. Он очень серьезно покрыт оболочками, защищен, как вы видите на этих препаратах. И оболочки, твердая мозговая оболочка прочно закреплена к позвоночникам. За счет этого он снаружи фиксирован, прекрасно фиксирован в позвоночном столбе, получается. В принципе, некорректно. Почему? Потому что оболочки вплоть до крестцового отдела, да, заполняют пространство, и таким образом он подвешен, получается, таким подвешенным в столбе, окруженный спинномозговой жидкостью, то есть чувствует себя в норме довольно комфортно. Если удалить оболочки, то мы увидим вот такой тяж с утолщениями в районе это шейные и грудные сегменты и поясничные сегменты. Это утолщения, как вы помните, связаны с обильной иннервацией конечностей. Это особенно характерно для человека. Здесь вы видите спинной мозг человеческий.
обильная иннервация, значит, конечностей за счет увеличения, просто даже физического увеличения количества нервных клеток мы видим вот такие утолщения. Значит, ну, а борозды, то есть он имеет борозды, тоже я вам чуть попозже покажу, располагаются продольные борозды, которые разделяют его на передние, задние, боковые канатики. И следующая особенность спинного мозга – это такое четкое сегментированное строение, которое сохраняется на протяжении всей жизни. Оно уже в эмбриогенезе видно. Так сказать, чтобы вот мы эти сегменты вот вскрыли мозг, вынули и увидели, ну нет, это не так, но с точки зрения вот гистологического строения и строения морфологического мы эти сегменты выделяем. И каждому из сегментов соответствует вот пара передних и задних спинномозговых корешков, отходящих из вентролатеральной и дорсолатеральной борозд. Ну вот такая схема стандартная, которую вы, наверное, хорошо помните по всем своим учебникам. Да? Это вот задняя борозда, передняя борозда очень крупная, она намного крупнее. Здесь как раз находится спинальная артерия в этой борозде. И таким образом, как принцип кровообращения спинного мозга такой же сверху вглубь. И артерии, крупные вены зафиксированы вот еще и бороздами дополнительно. И вот задние и передние канатики, которые вот потом выходят в корешки и потом уже преобразуются в спинномозговые нервы. Из каждого сегмента у нас выходит спинномозговой нерв. И, ну, так я уже сказала, что четких границ между сегментами мы не увидим, но формальное разделение на сегменты проводят в соответствии со слиянием мелких выводящих пучков вот в спинномозговые корешки. Вот так это будет выглядеть. Это опять уже модифицированные фотографии препаратов. Да? И вот перед вами такой почти настоящий сегмент спинного мозга вот с выходящими отсюда передними и задними корешками, которые сливаются и образуют смешанный спинномозговой нерв. Вот показана как раз эта фотография, которая показывает... Ой, прошу прощения. Которая показывает еще расположение кровеносных сосудов в пиальной оболочке. Они зафиксированы, и вот сверху крупные сосуды, которые прям буквально вот, почти перпендикулярно входят в ткань спинного мозга. Это фронтальный срез спинного мозга, да, со всеми красотами. Вот это серое вещество, которое располагается внутри. Это белое вещество, волокна, которые располагаются снаружи. Спинномозговой канал в центре, как полагается, заполненный спинномозговой жидкостью или ликвором, который потом переходит на уровне продолговатого мозга в желудочке головного мозга, единая система. Таким образом, спинной и головной мозг тоже разделить можно только постмортально, или при каких-нибудь серьезных воздействиях на организм. А так это единая структура, единая система. Но что из себя представляют корешки? Напоминаю. Задний корешок – это аксоны нейронов спинномозговых ганглий, и их основная функция – проводить информацию от соматических рецепторов самых разнообразных, то есть это вход, да, уже в серое вещество, в ядра спинного мозга. Передний корешок сформирован аксонами эфферентных элементов спинного мозга, это мотонейроны или преганглионарные нейроны вегетативных ядер, и можем передний корешок назвать выходом. Задача – передать информацию от ядер к структурам нервным, которые находятся за пределами ЦНС. Как я уже вам показывала, оба
корешка сливаются, образуют смешанный спинномозговой нерв. Ну и вот такой интересный факт, что примерно у половины людей первый спинномозговой нерв, который находится отходит от первого шейного сегмента, он лишен дорсального корешка. Ну, вот такая особенность у человека. Ну, в принципе, такие же варианты и отмечают и в отношении копчиковых нервов. Там тоже встречаются такие вариации. Ну, это значит, ничего не значит, что там человек какой-то неправильный. Это о границах я уже вам говорила, что так вот зрительно мы с вами границы не увидим, но тем не менее вот есть место выхода пучков, значит, позволяет нам эти сегменты выделить, и ну, так, классический подход выделяют несколько вот групп сегментов. Это шейные сегменты, обозначаются они латинскими буквами C1, C8. Дальше грудные сегменты, их 8 шейных, значит 12 грудных сегментов, да, 5 поясничных, 5, так, вот они все здесь, по-моему, хорошо видны, можно даже не показывать, 5 поясничных и 5 крестцовых. Иногда копчиковый сегмент и один копчиковый сегмент. Вот так они выделяются. Тут копчиковый опять не нарисовали, что-то я невнимательно картинки подобрала. Ну и особенность вот сегментации, чем еще характерна эта сегментация и иннервация, потому что она также сегментирована. Я прошу прощения, звук выключу. Так. Также и нервируется и поступает информация, также можно сказать, в какой степени сегментирована. И, в принципе, это очень, в общем-то, на этом построена неврология, и особенно любые поражения спинного мозга, да, или позвоночника, которые приводят к поражению, или там с каким-то проблемам с спинномозговыми нервами или позвоночником, оно прежде всего отражается вот на изменении состояния и поведения вот таких частей тела. Ну, например, вот здесь прекрасно видно, что шейные сегменты в основном иннервируют и получают информацию от верхней части тела, это шея, грудь, плечо, предплечье, руки, причем тоже это все каждая пара спинномозговых нервов, каждый сегмент контролирует, так в кавычках, определенную часть нашего тела. То же самое с туловищем, с грудными сегментами, и уже поясничные и поясничные и крестцовые сегменты, они нижнюю часть тела контролируют и получают информацию. Так, здесь у меня еще небольшие заметки. Это теперь корректная иллюстрация, которая показывает корректное расположение спинного мозга в позвоночном канале. Дальше спинной мозг, как видели, заканчивается терминальной нитью и таким большим количеством отростков, вот, еще которые образуют так называемый конский хвост спинного мозга, который прекрасно, удобно располагается уже в поясничных и вот на уровне поясничных и крестцовых позвонков. Плюс они еще хорошо, как вы видели, защищены оболочками, поэтому как бы это тоже все продумано эволюцией замечательно.
Ну вот интересно, что если посмотреть эмбриогенез нервной трубки и развитие, одновременно начинается развитие нервной трубки и развитие сегментов вот, вертебральной колонны, и примерно до 3 месяцев у плода они развиваются вместе, равномерно, да, и позвоночник, и зачаток будущего спинного мозга, но затем рост позвоночника значительно опережает рост спинного мозга, и это приводит к тому, что позвоночник становится намного длиннее, чем сам спинной мозг, но как бы остается в то же время фиксированным вот на уровне всех позвонков. И обычно у новорожденных спинной мозг где-то находится на уровне 2-3 поясничных позвонков, а у взрослого человека он еще чуть-чуть так вытягивается, да, и подрастает, и это уровень уже 1-2 поясничных позвонков. Ну и отсюда становится понятным, почему в случае люмбальной пункции, если такое случится, да, это, конечно, ее не рядом со спинным мозгом берут, а ликвор берут между оболочками, но тем не менее, чтобы избежать случайного касания, не дай бог, повреждения спинного мозга, обычно пункция берется где-то между 3-м и 4-м поясничным, между 3-м и 4-м позвоночниками. Так, поехали дальше. Что еще я вам сегодня? Так, теперь, это уже фронтальный срез позвоночника и спинного мозга, их расположение корешков и выходы уже спинномозговых нервов. И все это как коррелируется схемой с фронтальным срезом спинного мозга. Но это напоминание о том, что спинномозговые нервы смешанные, и вообще как выглядит этот самый нерв, да, вообще очень, с моей точки зрения, красивая картинка, красивое строение, когда такая организация сложная и в то же время позволяющая вот в очень компактном маленьком нервишке, да, передавать при помощи вот этой, даже язык не поворачивается назвать проволочки, а вот такой тоненькой, нежной структуры передавать миллиарды импульсов в разных направлениях и совершенно, значит, от разных структур, частей, и в то же время все это уживается вот в такой единой структуре. Соединительная ткань, видите дальше, мышечные волокна и очень оболочка, где находится вот черненьким здесь пометили вот эти самые аксональные терминали волоконца, которые вот все в свою очередь изолированы, все в свою очередь направлены четко к эффектору, да, или четко от какого-то рецептора. И при этом вот так природа запрограммирована в норме, никаких тебе ошибок. Все эти структуры. Ну и, конечно же, суперобильное кровоснабжение любого нерва для того, чтобы обеспечить вот эту работу передачи импульсов бесперебойно. Если есть вопросы, то задавайте, пожалуйста. Все понятно, да? Ну, я не думаю, что здесь сложно. Ну, а теперь чуточку подробнее о нейронном составе, о сером веществе спинного мозга, такой замечательной структуре, которая еще спрятана все глубже и глубже. Но если посмотреть с точки зрения нейронов и функций, то, в принципе, мы можем выделить несколько категорий. Это интринзитные клетки, которые обеспечивают связи в пределах спинного мозга, связывают между собой сегменты, связывают между собой соседние сегменты из разных отделов, и благодаря им спинной мозг единая структура, и таких клеток, если посчитать количественно, да, то таких клеток большинство.
Но вторая категория или группа – это проекционные клетки, проекционные нейроны. Это нейроны, аксоны которых формируют проекции к структурам головного мозга. То есть нейроны, которые образуют сенсорные ядра, которые получают информацию от входов, от рецепторов и частично переработав, уже формируют проводящие пути, восходящие проводящие пути. И, конечно же, мотонейроны. Это клетки, которые как раз получают информацию опять же, от головного мозга, от вышележащих структур и посылают свои аксоны к скелетной мускулатуре. Благодаря этому мы с вами можем много чего делать со своей мускулатурой. Но на уровне, если спинного мозга, то бессознательно. По крайней мере, очень приятно, да, не задумываться. Ровно идти, ровно сидеть или не очень, не очень ровно, это если нам хочется, но не задумываться, почему мы не падаем, почему у нас левая и правая руки работают абсолютно, да, не спрашивая нас, но очень симпатично, если нам надо что-то. Дальше, как они территориально располагаются, эти самые группы или категории нейронов. Значит, проекционные нейроны, они преимущественно располагаются в задних рогах, моторные, соответственно, в передних рогах большинство. Но это не значит, что только так. Но я говорю о преобладании, да, преобладании нейронов. И вегетативные нейроны, которые как раз еще группа нейронов, их можно тоже выделить, которые являются как бы основой вегетативной нервной системы, это боковые рога. Ну а интернейроны, интразитные нейроны вы найдете во всех отделах серого вещества. Что очень понятно, наверное. Теперь вот так, это гистологические срезы, опять с атласа Синельникова взяты. Вот она, задние рога, передние рога, боковые рога. Да, вот так это выглядит уже в реальной жизни. Вот так выглядят прекрасные нейроны в ядрах, в различных ядрах спинного мозга. Здесь дана просто схема и то есть опять расположение колонн. Еще иногда серое вещество выделяют в колонны, если вы вспомните. Это задняя колонна, передняя колонна, боковая колонна. Да? И вот они действительно, если сделать объемную реконструкцию, посмотреть, убрать белое вещество, они такими столбами, колоннами располагаются, окруженные проводящими путями. Так, теперь, ну вот, я что-то сомневалась, стоит ли вам прям рассказывать о каждом ядре или просто напомнить. Давайте я просто напомню, потому что, в общем-то, довольно хорошо изучен спинной мозг, и его ядра, и их функции. И я вам просто напомню самые такие, скажем, основные ядра передних рогов, задних, то есть и боковых. Но группа передних столбов, вот передних рогов серого вещества, вот самые такие яркие крупные ядра, это, название ядер, как правило, дается, помните, по их месторасположению, да, это переднее медиальное ядро, заднее медиальное ядро, центральное ядро, переднее латеральное ядро, заднее латеральное ядро. Дальше промежуточные, боковые ядра, то есть которые располагаются вот здесь, являются тесно, участвуют в
является частью вегетативной нервной системы. Это латеральный промежуточный столб, центральное промежуточное серое вещество. Вот оно прекрасно видно. Но дальше большое ядро, грудное ядро или ядро Кларка. Дальше собственное ядро заднего рога. Дальше тоже это краевые зоны, губчатые зоны. Это студенистое вещество. Вот здесь находится уже прям совсем на периферии. То есть вот примерно таково расположение ядер серого вещества спинного мозга. Но есть еще, вот в 1952 году, есть одна еще классификация, еще один подход, который шведский анатом Брор Рексет предложил разделить вещество, серое вещество именно спинного мозга на 10 пластин или на 10 слоев, которые различаются по структуре и по функциональной значимости элементов составляющих. И, нельзя сказать, что это распространенная вещь, но для определенных работ, для определенных целей. Но, тем не менее, она, признана и имеет широкое распространение в научном мире. Это классификация. Пластины обычно принято обозначать римскими цифрами. И 10 пластин, я даже не знаю подробности. В принципе, у вас все эти слайды будут, да, и если вам будет интересно, вы можете эти подробности прочитать или посмотреть. Я не вижу смысла останавливаться на каждой пластине. Или у вас есть вопросы? Все понятно. То есть вы не возражаете против классификации Рекса, да? Хорошо. Они вот сверху вниз. Первая, вторая, вот они буквально вон так и расположены, да. Еще? Все, да? Ну, теперь несколько слов о системе проводящих путей спинного мозга. Это белое вещество. Что оно из себя представляет? Это отростки нервных клеток, и в основном они сформированы в тракты, которые связывают сам спинной мозг между собой, все сегменты, все нейроны, плюс, конечно же, связь спинного мозга с головным. Но, опять же, можно выделить две с точки зрения входов и функций, две большие группы проводящих путей спинного мозга. Это супраспинальные пути. Чем они особенность основная? Это они выходят за пределы спинного мозга и связывают его с различными отделами головного мозга. И внутри супраспинальных путей мы выделяем спиноцеребральные, это восходящие пути, и цереброспинальные, это нисходящие пути, потому что головной мозг, соответственно, с таким же большим удовольствием отправляет к спинному мозгу волокна, которые приносят команды. И, конечно же, очень много проприоспинальных путей, которые обеспечивают связи между нейронами внутри спинного мозга, и их особенность то, что они находятся в пределах спинного мозга. Наружу не выползают. Опять же, самые, основные, которые известны каналы, это пучки, да, которые известны уже очень давно, и очень вся неврология на них построена, особенно спинальная неврология. Да. Это пучок Голля, замечательный, тонкий пучок, клиновидный пучок, они так, собственный задний пучок, здесь он.
спин задний. Тут, в принципе, я думаю, даже по названию, ну, понятно, да, откуда они берутся и что они делают. Уже вы не первый раз столкнулись с анатомией, так что все, думаю, всем понятно. Задний спинномозговой путь, даже путь, это пучок флексинга, замечательный такой огромный, который связывает, понятно, с мозжечком. Пирамидный, латерально-корково-спинномозговой или пирамидный путь, латеральный собственный пучок. Вот они очень так складно, очень хорошо расположены, очень хорошо там идентифицируются. Задний вестибуло-спинномозговой путь, передний спинномозжечковый путь, пучок Говерса, спиннопокрышечный путь, оливо-спинномозговой тракт, передний ретикулоспинальный тракт, вестибулоспинальный тракт, передний спинноталамический тракт, передний собственный пучок, ну и передний, опять же, корково-спинномозговой или пирамидный путь, покрышечно-спинномозговой путь. Здесь уже вот так. Так что структурированность остается такая же в белом веществе, такая же четкая, как и в сером веществе спинного мозга. Вот этим он приятен для людей, которые работают, и понятен. Ну и несколько слов о их функциях, да, этих путей. Еще раз так чуть немножко вспомним пути, которые обеспечивают нашу с вами осознанную чувствительность. Это экстралимнисковая сенсорная система, эволюционно считается наиболее древняя, не считается, так и есть, наиболее древняя система, куда мы относим спинно-ретикулярный тракт, палеоспинноталамический тракт, дальше лимнисковая сенсорная система, к которой мы относим неоспинально-таламический тракт, боковой, передний, пучки Голля, Бурдаха, спинно-цервикальный или спинно-шейно-таламический тракт, латеральный тракт Морина. Тут уже классификации все при желании, в зависимости от задачи, можно разобрать на очень тонкие структуры. И более-менее известны все функции. И также выделяют проводящие пути неосознанной чувствительности. Но в основном это пути стволового и мозжечкового направления, да, то есть структур, которая поближе к спинному мозгу. Это спинномозжечковые тракты, например, передний спинномозжечковый тракт, пучок Говерса, растральный спинномозжечковый тракт, задний спинноталамический путь, пучок флексинга, клиновидно-мозжечковый тракт и спинно-ливарно-мозжечковые тракты. Их там выделяют немало. Ну и чуточку назовем еще поподробнее нисходящие моторные пути, которые обеспечивают контроль за нашей мускулатурой. Ну, как, я бы даже не сказала контроль. Они позволяют нашей мускулатуре работать, да, и опять же позволяют нашу мускулатуру подчинять нашему сознанию, и сознательно, бессознательно, но в основном в зависимости от движений. Ретикулоспинальные тракты, вестибулоспинальный тракт, кортикоруброспинальная система, мощная система, обеспечивающая вот как раз нашу произвольное движение, руброспинальный тракт, тот самый такой крупный, кортикоспинальный тракт, передний, боковой, кортикобульбарный тракт. Все они нам обеспечивают, позволяют произвольно двигаться. Тектоспинальный тракт, это уже тут много чего бессознательного. Покрышечно-спинномозговой тракт, оливарно-спинальный тракт, тоже вот наиболее крупные тракты, участвующие вот в осуществлении двигательной активности организма. Ну, теперь есть вопросы? Ну, теперь несколько вот
слов о том же, как это в реальной жизни. Ну, опять же, мозг биолога, какие примеры может привести? Как узнать о функции, да, структуры? Разрушить структуру. И, к сожалению, ну, в общем-то, у животных мы это делаем экспериментально, у людей люди сами создают себе такие ситуации, в которые могут попасть, да, и к чему вот несколько слов о синдромах поражения проводящих путей на уровне спинного мозга. И опять же, любой клиницист по этим синдромам может довольно быстро поставить диагноз, да, даже без КТ и МРТ, что же там случилось с вашим спинным мозгом, какие перспективы. Но, значит, при синдроме такого поперечного поражения спинного мозга, то есть полное прерывание восходящих и нисходящих путей, клинические проявления – это исчезновение, ну, полной чувствительности и движения ниже уровня поражения. Тоже с точки зрения вот как структуры понятно почему, да, можно не это. Ну, конечно, сначала вообще первая реакция – это спинальный шок, когда это случается, арефлексия, тония, затем атрофия, если ничего не делали. И вторая стадия – это гиперрефлексия и мышечный гипертонус. И начинаются так называемые процессы. А, кстати, вот вопрос, как бы к вам, как бы вы объяснили вот это явление гиперрефлексии и мышечного гипертонуса после повреждения, да, спинного мозга через несколько, это обычно речь идет уже там несколько месяцев, после нескольких месяцев. Почему это случается? Так. Угу. Запускается за счет чего? У спинного мозга есть прекрасная вообще способность нейронов. Может, действительно может быть, потому что они более древние, процессом спраутинга, да, разрастания. Если тело не погибло, так как, в общем-то, нейрона, и он выжил, вот они тоже, в отличие от нашего нейронов головного мозга, они более живучие, ну так в кавычках, да, они более жизнеспособные, вот так сказать. И если они выживают, они начинают активно разрастаться, пытаться наладить контакты и, в общем-то, возбуждения, да, такого но это речь идет о мышцах, а я говорю о нейронах. Мы говорим о нейронах пока. Мышцы. Не, ну если, да, нет, и ситуация там, если повредился позвоночник, мы ничего с мышцами не будем делать, они мгновенно начнут атрофироваться, так как нет воздействия, да, то есть, а я как раз сейчас их не трогаю, я просто говорю о нейронах в спинном мозге, да, и вообще считается, что спинной мозг, в общем-то, если при благоприятном воздействии, да, он довольно, хорошо восстанавливается по сравнению со структурами головного мозга, да, вот в силу своих таких способностей. Да. Да. Ага. Конечно. Так это ствол. Это ствол. А если вы спинной мозг, это зависит, опять же, вот в этом прелесть спинного мозга, это я его очень люблю и уважаю, да, что он, если в зависимости, если ствол, то да, но если вы в зависимости будет поврежден именно спинной мозг, да еще где-нибудь на уровне там грудных сегментов, да, или там еще чуть дальше, то уже, я думаю, она не будет ходить, потому что просто физически эти центры погибнут. А вот в чем прелесть спинного мозга. Если нейроны живы,
да, и даже нисходящие влияния, грубо говоря, отключены, тем не менее не могут обеспечивать вот способность к двигательной активности. Как, ну, вот, например, к двигательной активности. Угу. Еще? Дальше. Ну и вот здесь, если вот то прерывание спинного мозга на уровне шейных сегментов, это, как правило, связано с параличом конечностей, всех 4 конечностей, это потому что повреждаются моторные тракты, пирамидные пути, да, мышцы затылочной области, паралич диафрагмы, если передние рога повреждены, и тут уже проблемы с дыханием, острая дыхательная недостаточность и утрата, опять же, всех видов чувствительности, потеря болевых ощущений, причем, ну, видите, вот на боковых областях лица, опять же, за счет сегментного строения, мы, да, по проявлениям можем четко сказать, какие части спинного мозга поражены. Шейно-грудные утолщения. Вот при поражении шейно-грудных утолщений это на уровне С5, С8, Т1, Т2, это паралич рук. Если поражены передние рога, это может быть даже частичный паралич нижних конечностей, если пирамидный тракт зацеплен. И опять же потеря чувствительности на уровне поражения, опять же расстройство органов малого таза, мы цепляем, если боковые поражены, да, и вегетативная система страдает. Ну вот такой синдром Бернера-Горнера, сужение глазной щели, ПТОС, сужение зрачка, миоз, да, или выпадение глазного яблока в глазницу за счет нарушения симпатической иннервации. Специалист как раз может четко сказать о повреждении, да, определенных участков спинного мозга. Но грудные сегменты, если поражаются, это параплегия нижних конечностей за счет нарушения движения грудной клетки, это пневмония, потеря чувствительности, промежности, нарушение функций малого таза. Пояснично-крестцовое утолщение, если поражается, это уровень L1, L4, S1, S2, это паралич нижних конечностей, отсутствие боли и, опять же, расстройство всех органов малого таза, нарушение функционирования, и страдает сосудистые русла, да, кровеносная система, именно сосудистые вещи. Но если эпиконус спинного мозга, здесь у нас поражен L4, S2, это здесь уже более такие, опять же, вот результат сегментации, паралич мышц бедра, ягодиц, голени, стоп, анестезия этих мышц, то есть потеря чувствительности, нарушение, опять же, функций органов малого таза. И если вот конус, поражение уже сегментов конуса спинного мозга, это паралич мышц круглых сфинктеров, мочевого пузыря, прямой кишки, анестезия в аногенитальной зоне, так называемая седловидная анестезия, да, и, конечно же, вегетативное нарушение. И, опять же, в первую очередь страдает сосудистая система. Хорошо, вопросы? Да, пожалуйста, Фатима. Ну, конечно, в данном случае, я показала вам крайние варианты, действительно очень редкие варианты. В реальной жизни у вас, конечно, взгляд, я понимаю, медика, в реальной жизни так, доктора. Редко. В основном мы встречаем поражения частичные, да, но и тем не менее, даже если это будет поражена, а чаще всего мы с вами что встречаем? Проблемы, искривленный позвоночник, и мы просто чаще всего у нас вот все это вот такие крайние варианты, а мы встречаем очень часто даже у себя такие варианты слабо выраженные, но очень близкие к тому, что когда искривлен позвоночник, пережаты спинномозговые нервы, которые выходят из позвоночника, и начинается
Ну, не очень заметно, но с возрастом намного заметнее. Небо в алмазах, когда там, ну, как минимум не имеют руки, да, как минимум не имеют ноги, как минимум начинается какая-то боль в руках, там, в ногах или в шее, или головокружение, а причиной всего-навсего вот и кажется, что там какая-то у нас серьезная болезнь, и вообще мы тут что-то у нас не так, а на самом деле у нас всего-навсего у нас просто проблемы с позвоночником, да, и если выровнять позвоночник, и сейчас, по-моему, в последнее время это довольно активное это направление в медицине развивается, восстановительная медицина, да, особенно кто неврологи, которые занимаются спиной, они это постоянно об этом напоминают, что все ваше здоровье, по крайней мере, большая часть вашего здоровья заключена в позвоночнике. Чем у вас больше порядка в позвоночнике, чем у вас, значит, в лучшем состоянии спинномозговые нервы, тем больше шансов ваш организм продержать в порядке. Да, ну это да, процесс такой, да, взаимосвязанный, да, но тем не менее, я говорю, очень все начинается с того, что сломать, ну в кавычках опять же, сломать, испортить позвоночник намного проще, чем спинной мозг на самом деле, да, а последствия вот этого позвоночника, деформированного позвоночника приводят к тем же самым симптомам, которые случаются при серьезных поражениях спинного мозга. Так что держитесь, да, берегите свой позвоночник. Еще какие вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Так, а у меня что там дальше? Замечательно. Значит, мы сколько? Это я вам уже столько свищу. 45 минут. Сделаем перерыв. Значит, давайте я вам расскажу несколько слов. Опять же, общие слова, стандартные, которые вам все известны. Ой, Рауф, я, извините, послушала. Хорошо, да. Значит, следующая, вот сегодняшняя, вторая часть лекции будет посвящена уже структурам головного мозга. Мы сегодня с вами поговорим поподробнее о продолговатом мозге, продолжении спинного мозга, и тоже довольно древней структурой, но структура, которая относится уже к головному мозгу. А на следующей лекции, которую состоится через неделю, мы с вами поговорим о заднем, среднем, промежуточном мозге. Ну, конечный мозг вам Наталья Вячеславовна рассказывала, да, его особенности, его строение, но я просто упомяну, в общем, как в целом несколько слов. Но где он находится, вы знаете, что он в оболочках, вы знаете, размеры вы его тоже примерно представляете, потому что вы все владельцы замечательных таких структур, органов, которые у вас хранятся, опять же, под защитой костной ткани. И с точки зрения вот структуры, да, и функции тоже очень распространенная классификация. Весь головной мозг делить на 5 отделов: продолговатый, задний, средний, промежуточный, конечный. Но я не буду отступать в своей лекции, также буду придерживаться этой. Довольно часто еще выделяют в головном мозге еще одна классификация: большой мозг, мозжечок и ствол мозга. Да? Вот эти структуры, которые с точки зрения эволюции, с точки зрения функций тоже, в общем-то, оправданы. Ну, это сагитальный срез макропрепарата головного мозга в человека, понятно, да, потому что таким роскошным неокортексом, ну, могут, конечно, похвастаться кошки, обезьяны и собаки, да, больше всех вырастили вот такой большой мозг. Так, тут вот мозжечок прекрасно виден, да, вот мозг прекрасно виден, вот он продолговатый мозг, тут кусочек, да, вот свод мозга, белое вещество, мозолистое тело прекрасно видно, вот его даже тут немножко препарировали.
Это вентральная или передняя поверхность мозга. Здесь поподробнее. Значит, прекрасно мост мозга, черепно-мозговые нервы, 12 пар с мозжечком. Ну и, наверное, ну, вот так вот. И вот еще одна фотография. Это большие полушария с огромным количеством таких извилин. За счет того, что у нас размер черепушки не бесконечен, да, и для того, чтобы родить ребеночка, тоже как бы размеры женщины не бесконечные, поэтому, опять же, вот, нейроны довольно активно вот в ходе эволюции размножились. Вот в результате этот плащ или большой мозг превратился вот в такое интересное, вот такую интересную структуру. Хорошо, значит, с этим, да, и еще раз напоминаю, еще секундочку, прежде чем мы передохнем и перейдем, напоминаю, что вот этот наш головной мозг, он внутри сидит как бы скелетом нашего, опять же в кавычках, нашего головного мозга, являются желудочки, мозговые желудочки, потому что спинномозговой канал, который находится в центре спинного мозга, он на уровне головного мозга разрастается в 4 замечательных желудочка, и которые также обозначают редкими цифрами снизу вверх 4, 3, 1, 2. Да? Самые большие это 1, 2, вот они мозговые желудочки. Вот там здесь вот где-то 4 спрятался, Сильвия водопровод, и вот он 3. Ну, в таком. Вот, пожалуйста, есть еще у нас сагитальная плоскость, и вы можете их увидеть вот еще. Ну, соединение со спинным мозгом, 4 мозговой желудочек, 3 мозговой желудочек и 4 и 3. Фу. 1 и 2. Прошу прощения. 1 и 2 зарапортовалось. Надо. Вот они так, основа, остов такого головного мозга. Все, спасибо. Давайте 10 минут и продолжим. Хорошо? Ну что, продолжаем. Первый отдел головного мозга, который является продолжением спинного мозга, это продолговатый мозг. Вот мы сегодня о нем поговорим. Я думаю, еще минут 30 мы поболтаем и на этом закруглимся. Значит, он с точки зрения эволюционного развития, эмбрионального развития очень близок к спинному мозгу и даже по своему строению тоже близок к спинному мозгу, но сегментации в нем нет такой уж выраженной. И он даже форму несколько, но он больше такого ромба, расширяющегося форму напоминает, но все-таки близок к спинному мозгу. И изменение конфигурации, взаимного расположения структур продолговатого мозга происходит вот уже в дорсальном отделе в основном в результате формирования 4-го мозгового желудочка. Расщепляется крыловидная пластинка, расходится в вентролатеральных направлениях, и у нас вот получается эта замечательная структура. Ну, прежде всего, если вот говорить, что чем еще так, большая степень сходства, если от спинного мозга, извините, отходят спинномозговые нервы, да, от каждого сегмента, то от продолговатого мозга, продолговатый мозг дает начало черепно-мозговым нервам. 12 пар черепно-мозговых нервов, если вы помните, отходит, да, ну там еще немножко мост мозга примешан, и они тоже вот являются вот такой, то есть продолговатый мозг такой вот
место формирования черепно-мозговых нервов. Вот. И надо сказать, что вот если посмотреть по ядрам, по основной объем продолговатого мозга приходится на центральные проекции 5 и 12 пар черепно-мозговых нервов. И вот перед вами схема, такая традиционная тоже схема 1978 года, которую вы найдете почти во всех приличных учебниках по анатомии и физиологии продолговатого мозга. И традиционно вот эта схема рассматривает локализацию ядер по нескольким колоннам, вот они, вот эти ядра, вот, и которые располагаются параллельно вот центральной оси мозга. Ну, центральная ось, как вы помните, она делит наш мозг, и головной, и спинной, на левую и правую половину, да? То есть билатеральная структура, и вот вокруг этой оси также формируются столбы, колонны, даже не столбы, а колонны ядер. Ну, это мы уже с вами смотрели этот препарат. Вот так он, вот эта структура, которая относится к продолговатому мозгу. Теперь, если эта схема, довольно она простая, но очень четко показывает взаимоотношения различных структур головного мозга и место, которое занимает здесь продолговатый мозг. Вот сам головной мозг. Здесь убрали в данном случае, понятно, кору больших полушарий. Остался мозжечок с мостом, да, который сформирован в основном ножками мозжечка. И вот он как бы обнимает, огибает структуры продолговатого мозга. Средний мозг со своими четыреххолмиями, да, и там ядрами, которые вокруг этого вокруг водопровода располагаются. И таламус – это довольно крупные структуры, между ними находятся структуры гипоталамуса, которые вот сверху накрывают еще уже вот эти отделы. И вот он, продолговатый мозг, который здесь он соединяется со спинным мозгом каудальным направлении, а в растральном уже он вот уходит под ножки мозжечка, под мост и дальше направляется к среднему мозгу. Ну, это очень мощная такая структурная такая вот нейронная организация, это ретикулярная формация, мы о ней чуть-чуть поговорим, которая вот вплоть до таламуса. Нейроны вот так вот столбами направляются. Ну, соответственно, такая ретикулум – это сетка, да, сеть. Вот это сеть нейронов, крупных, очень задействованных, ну, проще сказать, где не задействованных, чем где задействованных в очень многих процессах в нашем организме, которые вот так вот, видите, как поднимается от продолговатого мозга к вышележащим структурам. Ну, значит, условно играя, опять же, так как мы говорим о морфологии мозга, я акцентирую внимание вот именно на такие морфологические особенности структур. Условной границей спинного и продолговатого мозга считается выход первой пары спинномозговых нервов, а граница продолговатого мозга и моста, проходит по линии, проведенной через нижний край средних ножек мозга. То есть если мы не будем препарировать мозг и сразу его возьмем, то мы его так не увидим. Я сейчас вернусь вот на эту схему, вот здесь примерно, да, вот в это начало здесь разрезали прям на уровне, и вот он проходит колонны, и вот формально граница это вот линия. Если мы препарируем и уберем мост, то мы там увидим вот эту, по этой линии патологоанатом очень хорошо опытно видит эту линию, и он видит эти границы.
Растральная граница на вентральной поверхности. Это служит горизонтальная борозда, которая отделяет продолговатый мозг от моста. А на дорсальной поверхности это хорошо видны мозговые полоски, которые вот разделяют дно четвертого желудочка на верхней и нижней части. Но у человека, не говоря уже о наших лабораторных животных, да, продолговатый мозг очень небольшой, это около 3 сантиметров структура, которая она постепенно расширяется в растральном направлении и имеет форму усеченного конуса. И если сравнить диаметры, то значит растрально 10 миллиметров и это такие средние цифры, и, соответственно, каудально 10, растрально 24 миллиметра. И вот они, схема, давайте, общий вид, очень симпатичная тоже. Старые схемы, это хорошо изученные структуры, так что и пока что так, ничего супер нового, таких каких-то образований пока не открыли. Что у нас появится, скорее всего, в более выше лежащих структурах что-то появится. Судя. Вот это рисунок это дорсальная поверхность. Здесь был просто удален мозжечок, да, поэтому мы можем вот наблюдать дорсальную поверхность. Вот мозговые полоски, о которых я говорила, вот так они хорошо видны на поверхности. И вот эта структура мы относим часть мозга относим к продолговатому мозгу. А картиночка Б – это вентральная поверхность, то есть, которая ближе к животу. Да? Это вентральная поверхность спинного мозга, и вот так она выглядит. И здесь вот выходят из него вот эти самые из структуры из продолговатого мозга, вот эти самые черепно-мозговые нервы. И, соответственно, поверхности. Если тоже анатомы очень четко, значит, выделяют дорсальную, латеральную и вентральную поверхности продолговатого мозга согласно плоскостям анатомии. А вот так это фотография, опять же, препарата дорсальной поверхности продолговатого мозга. Знаете, здесь тоже удален мозжечок, скрытая. Это спинномозговые желудочки, ромбовидная ямка, вот 2 мозговые полоски, вот они как в реальной жизни выглядят. То есть их можно вычленить при вскрытии, все, вы их можете увидеть. Но это обязательно как без... И пучки, но здесь вот проводящие пучки, там пучки Бурдаха, эти все, которые... продолжаются из спинного мозга, плавно переходят сюда же продолговатый мозг. И вот, соответственно, схема, только другая, той же дорсальной поверхности, схематическое изображение дорсальной поверхности продолговатого мозга. А это фотография уже целиком головного мозга человека. Тоже это передняя вентральная поверхность мозга. И вот так выглядит это в реальной жизни. Ну, наверное, это лучше увидеть своими глазами, чем на картинках. Но тем не менее. Ну, еще одна схема, то ли более четкая. Также вот мозговые пластинки, те же нервы, это тоже те же самые, только разные варианты схем и иллюстраций. Вот так соотношение продолговатого мозга по отношению к целому мозгу. Вот так это все выглядит. Ну и теперь чуть давайте о структурах, об основных структурах продолговатого мозга. Я уже сказала, что в основном это основной объем это все-таки это проекции черепно-мозговых нервов. Традиционно их рассматривают несколькими колоннами. Вот
Ну, название нервов вы, наверное, все помните. Ну, вспомните, по крайней мере, если надо. Сейчас-то вы не помните, но если надо, без труда вы все эти обонятельные, зрительные, глазодвигательные, подъязычные, лицевые, тройничный огромный нерв, да, с которым с несколькими ядрами, отводящий нерв, лицевой нерв, которые вот так вот выстроены их ядра, вот они берут начало, выстроены вокруг центральной оси. Значит, это базальная поверхность еще раз. И еще раз несколько схем. Я к тому показать, что вообще вот наше лицо, шея, ну, иннервированы значительно, даже, наверное, плотность иннервации выше, чем туловище. Значительно уж слишком для нас важна голова. Еще это за счет нашей способности говорить. Один язык что стоит, да, сколько надо потратить туда средств, и, чтобы его иннервировать. И, соответственно, мимическая мускулатура обильно иннервирована. И эту всю функцию иннервации и обеспечения сознательного вот такого контроля за этой мускулатурой лица и шеи ложится именно на черепно-мозговые нервы. Ну вот их, это просто еще раз демонстрация такого обильной иннервации лица и шеи. Вот они как у нас выползают. Это пример, довольно симпатичная картинка, которая показывает, что все наши кости черепа, да, имеют, в общем, специальное отверстие, и для того, чтобы наши черепно-мозговые нервы могли позволить прорасти, пробраться вот буквально к каждому микрону ткани мышц на нашем лице. Это разные веточки черепно-мозговых нервов, которые имеют каждая веточка свое название и свое описание. Ну а теперь нейронный состав продолговатого мозга. Ну, конечно же, традиционно начинаем с сенсорных ядер. Сенсорные ядра, еще раз напоминаю, которые обеспечивают нам с вами сенсорные ощущения, самые разнообразные. В основном сенсорные ядра продолговатого мозга локализуются в дорсолатеральном отделе и считаются центральными звеньями соматосенсорной, вкусовой, висцерально-химической, слуховой, вестибулярной систем. Ну, значит, соматическая сенсорная система. Называю, опять же, самые основные ядра, самые такие крупные, функции которых так довольно хорошо известны. Это ядра дорсальных канатиков, это нисходящее ядро тройного нерва, это нежное ядро, клиновидное ядро, и их считают гомологами задних столбов спинного мозга. Но они уже выглядят не так, да, и функции не те, но они являются вот так вот продолжением. И основная задача – это обеспечить, собрать информацию от рецепторов туловища, их частично там переработать и направить в таламус и мозжечок. Нисходящее ядро это продолжение желатинозной такой субстанции спинного мозга. Она даже связана анатомически, гистологически это можно отследить. И основная задача нисходящего ядра – это передать информацию от рецепторов головы лица. Это я говорю о человеке. Да. Эфференты дальше. Тройничный нерв. Значит, но там у тройничного нерва есть и, понятно, и сенсорные ядра, и моторные ядра, и вот эфференты ядер тройничного нерва ассоциированы, то есть те ядра, сенсорные, которые передают информацию, в основном львиная доля, но это в основном они направлены к ядрам таламуса. Значит, хеморецепция. Ну, это наше обеспечение
работа вкусовой системы и вообще системы хеморецепторов, не обязательно неосознанной вот хеморецепции, да, вообще, которая контролирует состояние вот нашей биохимии, крови, там, лимфы, всех этих межклеточных пространств. Она на уровне продолговатого мозга, она представлена ядром одиночного пучка, или его еще называют ядро очень часто, в российских вот учебниках, это солитарного тракта. Это ядро располагается вот вдоль стеночки 4-го желудочка. Ну, с точки зрения вот такой, если гистологической, наверное, гигантское ядро, 23 миллиметра. И в основном это область проекции, вот если посмотреть по черепно-мозговым нервам, то в основном это область проекции, значит, 7-го, 9-го и 10-го черепно-мозговых нервов. И свои эфференты это ядро направляет в основном в таламус, к ядрам моста мозга, вот конкретно большая часть эфферентных проекций направлена к ядру коликере фузе и парабрахиальные ядра. А часть эфферентных проекций идет к моторным ядрам этих же черепно-мозговых нервов, к ретикулярной формации, гипоталамусу и к ядрам миндалины. Вот. Так что неудивительно, что наши с вами изменения, биохимические изменения в организме каким-то образом отражаются на нашем, ну, пусть, так скажем, не ярко, но тем не менее они отражаются на эмоциональном состоянии. Для этого есть материальный субстрат. Таким образом, вот эти сенсорные, если вот опять же выйти на такую функцию, целую такую функцию на уровне организма, то вот сенсорные ядра, о которых я вам сейчас говорила, они обеспечивают даже процессы глотания, жевания, слюноотделения, рвотные рефлексы. Это вот все очень так вот под их ведами. Дальше несколько слов о слуховой системе. Она на уровне продолговатого мозга представлена дорсальными и кохлеарными ядрами. Ну вот, например, тоже особенность человеческая. У человека, например, вентральное ядро более развитое, даже размеры его несколько больше, чем кохлеарное ядро. Далее. Вестибулярная система, но они как, в общем-то, и и периферический отдел сенсорной системы, так вот и на уровне продолговатого они вместе идут, структуры слуховой и вестибулярной системы рядом расположены анатомически. Значит, вестибулярная система – это латеральное вестибулярное ядро, его называют еще ядро Дейтерса, это медиальное ядро, ядро Швальбе, и нижнее ядро Ролле. И мост мозга, она связана, опять же, это мы делим, а для мозга это единая система. В мост мозга очень крупное верхнее вестибулярное ядро его еще называют ядро Бехтерева, да, которое обеспечивает наше с вами чувство равновесия и координации разных частей тела и тела по отношению к окружающей среде. Понятно? Переезжаем к моторным ядрам. Моторные ядра. Но в основном эти ядра составляют базальную пластинку. Это уже вентролатеральные отделы продолговатого мозга. Или еще ее называют висцерально-моторная зона. И здесь в основном львиную долю вот пространства и самые такие крупные ядра – это моторные ядра 9, 10, 11 пар черепно-мозговых нервов. Ну, например, двойное ядро, я опять же самые такие их известные, крупные, хорошо изученные ядра говорю, рассказываю о них. Это иннервация мускулатуры гортани и глотки. И
опять же, на уровне организма это чихание, глотание, кашель и вокализация. Ну, не только же мы умеем с вами говорить, да, у человека понятно, что у животных это тоже. Кто-то мяукает, кто-то лает, кто-то там чирикает. И им эти ядра тоже нужны. Далее, еще зона висцеромоторные ядра. Они образуют, как раз являются преганглионарными элементами вегетативной нервной системы. И эфференты этих ядер, соответственно, если мы говорим о вегетативной нервной системе, это внутренние органы грудной и брюшной полостей. Ну, я без подробностей, да, куда там, где там, кто к сосудам, кто к протокам, кто куда, но при желании, опять же, это всегда можно найти. Ядро подъязычного нерва, ну, произвольное движение языка, эфференты этого ядра, значит, они иннервируют мускулатуру нашего языка, и благодаря этому мы с вами можем болтать, а можем молчать. Ну, в том числе, не только. Предлежащее ядро, которое участвует в движении глаз, да, в том числе. Не только это ядро, но основная доля эфферентов направлена на глазодвигательные мышцы. Нижняя олива – это прям целый ядерный комплекс, который лежит у основания продолговатого мозга, латеральнее от волокон пирамидного тракта. И самое крупное ядро, если так смотреть, опять же, с гистологической точки зрения, это ядро нижней оливы. И если мы посмотрим вот, на связи этого комплекса, то характер этих связей указывает на то, что в основном, то есть указывает на принадлежность этого комплекса к структурам, которые формируют связи с корой больших полушарий и с корой мозжечка. И, соответственно, функция на уровне организма – это реализация моторных программ, которые направлены на поддержание вертикальной позы, на равновесие, на ходьбу, на процессы ходьбы, да, бессознательные, и, соответственно, равновесие при ходьбе. Ну, еще такие крупные ядра, хорошо известные, интересные, ну, все интересные, дугообразное ядро. Потом это, добрый день, центральное серое вещество. Оно располагается, его очень легко найти, вокруг центрального канала. Да, вот там такая, если смотришь, это просто вот такая горстка нейронов разбросанная, если смотреть. И которые еще... И, конечно, я вам говорила, ретикулярная формация, очень интересная формация, роль которой до сих пор функции открываются, и она задействована, по-моему, почти во всех процессах, которые идут в нашем организме. И очень красивые нейроны, крупные, которые вот образуют такую сеть, и прям пронизывающую продолговатый мозг и поднимающуюся к среднему мозгу и прямо вот к таламусу. И в пересчете, если посчитать объем, то это вот такие самая крупная структура, и самое большое количество нейронов приходится на вот ретикулярную формацию. Ну и на вот центральная, там плотность побольше, в центральном и в дугообразном, там нейрончиков поменьше. Ну вот схема расположения. В принципе, я тоже думаю, не вижу смысла там каждое ядро, носиком вас каждое ядро тыкать. Да? Любой из вас откроет атлас и найдет это ядро и вспомнит, что к чему. Ну вот они так. А потом вот один из фронтальный срез продолговатого мозга, да, на уровне нижней оливы. И вот так покрашены здесь самые крупные ядра, о которых мы говорили. Вот так схема их расположения. Ну вот даже показали, корректно показано уровень разреза.
где срезали продолговатый мозг. Но это еще одна схема. Схема расположения ядер продолговатого мозга. Ну и вот здесь, например, довольно видно ретикулярная формация. И тоже, видите, на схеме тоже изображают в виде такой сеточки. Ну вот нижнее пятое, вот нижнее ливарное ядро и ворота ливарного ядра вот здесь, а вот само вот это ядро какое вот замечательное. Ну, это пирамидный тракт, как раз под пирамидным трактом, если смотреть от живота туда к спине, да, то мы видим эти крупные ножки. Понятно, да? Есть вопросы? Тогда к проводящим путям. Несколько слов о проводящих путях спинного мозга. Они, опять же, проводящие пути, продолжение. Ой, проводящие пути, я что, спинного мозга, что ли, написала? Ой, я прошу прощения. Продолговатого мозга. Конечно, потому что они продолжение. Проводящие пути – это продолжение спинного мозга, только ядра вносят свой вклад, соответственно, как бы. Они их чуть-чуть модифицируют за счет того, что ядра продолговатого мозга добавляют свои эфференты и эфференты, афференты и эфференты. И, конечно же, это кортикоспинальный тракт, который на вентральной стороне вот хорошо видны кортикоспинальные тракты, да, и тракты оливы. На дорсальной стороне хорошо видны тонкие клиновидные пучки, которые оканчиваются вот бугорками тонкого и клиновидного ядер. И их основная функция – это переключение информации, глубокой чувствительности нижней и верхней половин тела, соответственно. Потом нижняя половина ромбовидная, вот эти веревочные тела, ну, которые идут и потом переходят в нижние ножки мозжечка. Ну и медиальная петля – это внутри, значит, связи, которые обеспечивают, связывают левые и правые части продолговатого мозга. Ну и если перейти вот, ну еще раз, я просто вот совсем такими крупными мазками просто напомню, потому что, ну, рефлекторные функции продолговатого мозга, по-моему, знают у нас даже, если без подробностей, если без нюансов и не говорить о каждом рефлексе отдельно, да, то, конечно, это дыхательные, значит, обеспечение витальных таких рефлексов, например, дыхание, например, поддержание стабильного артериального давления, например, защитные рефлексы, как рвотные, как кашель, как чихание, там, это обеспечение, опять же, за счет вот, вегетативных, за счет связи, за счет того, что это центральная такое структура, где находится центральная структура вегетативной нервной системы, продолговатый мозг, да, это обеспечение процессов пищеварения, сердечной деятельности. Здесь же обеспечение вот тонуса скелетной мускулатуры, обеспечение ходьбы, поддержание позы, поддержание равновесия. Ну, в основном, конечно, вот вклад ядер в это и всех этих структур, ну, не только ядер, почему, вклад структур продолговатого мозга, он обеспечивает такую, ну, неосознанную нашу с вами активность организма. Вот это его такая, наверное, особенность. Хорошо. Есть ли вопросы? Нет, только продолговатый мозг у крысы, у кошки, у собаки, он точно так же, это просто, нет, это эволюция, если вот так сказать с точки зрения эволюции, продолговатый мозг – это за счет того, что увеличилось количество, то есть разрастание
спинного мозга, так совсем, если очень примитивно, да, разрастание спинного мозга в результате увеличения таких функций организма. Их надо, эти функции, чем-то поддерживать, их надо контролировать, и чем больше функций, тем, значит, вот больше, значит, структур. И вот продолговатый мозг – это первая структура, вот, наиболее древняя из структур головного мозга, да, которая вот обеспечивала такие сложные функции, как движение, равновесие, там, очень активные движения, да, причем усложнение пищеварительной системы, усложнение кровеносной системы, поддержание температуры тела постоянной, да, баланс. Опять же, вот это все благодаря разрастается, потому что, ну да, спинной мозг, он обеспечивает, ну если вот опять же вспомните эту эволюцию, да, животных, ну там у рыб чуть по-другому, да, у ланцетников, там им достаточно спинного мозга и чуть-чуть ганглиев, да, чтобы там как-то поведение усложнить. А вот у нас уже поведение намного сложнее, соответственно, это сложное поведение оно должно откуда-то формироваться, откуда-то браться, да? А спинной мозг, он обеспечивает, да, вот спиной и продолговатый мозг, он фактически обеспечивает такое бессознательное функционирование, бесперебойное функционирование организма. А вот куда вы этот организм будете бросать, там, заставлять его бегать или прятаться, там, или вот, чего-то говорить и убеждать, и таким образом там, защитить себя, да? Вот это уже отвечают за это структуры более поздние с точки зрения эволюции. И для нас они значимы, в нашей окружающей среде они казались очень эффективными, и вот они развелись до таких масштабов больших. А спинной и достаточно этих структур вот спинного и продолговатого мозга, чтобы наш организм вот поддерживать в таком жизнеспособном, ну вот, чтобы он выживал, да. Еще какие вопросы? Так. Давайте, вот, она в спинном мозге. Она как-то в спинном мозге? Да нет, она на границе, она начинается на границе продолговатого мозга и спинного, и вот движется вот вплоть до таламуса, да, то есть это сетка такая нейронов. Схематически. Ну, а это надо посмотреть, ну, здесь, да, извините, давайте я к следующим лекции обещаю. Мне просто вот сейчас нет с собой, я поищу и фотографии вам на срезах покажу ретикулярной формации, и фотографии, наверное, на срезах, чтобы вы ее реально глазками увидели, эти нейроны. Хорошо, поищу, покажу. А то, что ее функции до сих пор открываются. Ну, она и уровень бодрствования, и дыхания, да, и пищеварения. То есть нейроны, это такие полифункциональные нейроны, да, которые задействованы во всех вот наших жизненно важных организмах. Поэтому вот к тому, что эти функции, они известны, да, но тем не менее, вот очень часто ретикулярную формацию где-нибудь там, активацию ретикулярной формации обязательно что-то обнаружат. Не так, что они прям каждый там месяц новая функция открывается. Я не в таком уж, не в буквальном смысле, но вот как-то уж вот удивительно, что она участвует почти во всех процессах, да. Вот такие высокопрофессиональные нейроны, я бы сказала, в ретикулярной формации. Хорошо, чуть-чуть обращу внимание на следующей лекции на ретикулярную формацию поподробнее. Еще какие вопросы? Нет пока. Ну хорошо, тогда мы с вами поговорим о заднем мозге, среднем и промежуточном на следующем уроке. А на сегодня все. Спасибо за ваше внимание и за ваши вопросы. И до встречи.